времени суток, друзья, подписчики. Сегодня у нас, так сказать, нестандартный формат видео, а для нас это еще и новый формат видео. Как-то в прошлых роликах я анонсировал, что у нас начнется новая рубрика, ну или новый раздел видео. Это коллекции коллекционера. И вот сегодня у нас такой вот наспех это все получилось, конечно, пока что. Это первый такой момент, что это спешное видео, но пробное, в принципе. Вот, значит, первая, сегодня коллекция, которую я хотел бы рассказать и коллекционерю. Человек, которого я знаю, наверное, с 2010-го, на первом слете, да? Да пораньше, наверное. Ну, может, да, в 2010 году мы с этим человеком познакомились. Периодически, так сказать, имели контакты на фоне истории и военной археологии как таковой, но в последнее время более-менее начали, скажем так, плотно работать, сотрудничать даже, наверное, на фоне Первой мировой войны. Ну что ж, давайте встретим товарища, комрада Дмитрия. Дима, привет. Здорово. Здорово. Слушай, прежде чем мы начнем говорить о твоей коллекции и обо всем как таковом, что у тебя есть, а вот есть у тебя много чего посмотреть интересного и вкусного, давай попробуем, я задам блок вопросов, вот 5 вопросов стандартных, которые, скажем так, ознакомительные. Они несложные, но тем не менее. Значит, первый вопрос. Вот скажи, ты коллекционер или собиратель? Вот коллекционер, в моем видении, это человек, который в узкой направленности работает. Нет, я больше, конечно, собиратель, но тематика узкая, скажем так. Не то, что узкая, а как бы у меня тематика Германии в период Первой мировой, а также немного до и немного после. То есть я уже Третий рейх не затрагиваю, но тем не менее Германскую империю как бы стараюсь охватить по максимуму то, что получается. Ну, то есть... Это и посуда, и форма, и униформа, и фалеристика, нумизматика с банистикой как бы поменьше, но тем не менее то, что касается Первой мировой, я стараюсь хватать все, что есть. Угу. Ну понятно, то бишь тут мы в принципе поняли друг друга. Далее второй, наверное, вопрос. Собственно говоря, а с чего все началось? Должна быть какая-то отправная точка. Вот с чего это все поехало? Ну, само коллекционирование началось с отцовской коллекции. Батька, как говорится, коллекционировал монеты, нумизматику. Но меня нумизматика не вставила, потому что я, как бы, опять же, и копом занимался, и все эти кругляшки, честно говоря, ну, одно и то же. То есть круглые там, ну да, памятные монеты там и так далее. Но, тем не менее, как бы столкнувшись с наградами и с медалями именно Германской империи, я понял, что это такой обширный пласт, который можно собирать, ну, всю, наверное, жизнь. Ну, то есть это там... более такое объемное что-то, да, оно да. Не то чтобы нескончаемое, но есть где развернуться. И есть куда расти, потому что тех же самых земель было куча, и имперские награды были, и опять же Веймарская республика, там ветеранские награды, стрелковые союзы и так далее были, очень множество. Поэтому, ну, как бы зацикливаться на одном чем-то мне, честно говоря, не хочется. И хочется как бы захватить все, что есть возможно в этой тематике. Хорошо. То бишь, вот мы поняли, откуда это пошло. А теперь следующий вопрос. Это уже третий получается, по-моему, да? Сколько времени у тебя это продолжается? То бишь, сколько ты... Больше 20 лет. Понятно. Ну, 20 лет это серьезный стаж, скажем так, для... Ну, поначалу было так, как-то... Но все равно какими-то моментами оно где-то пребывало, уходило, пребывало. И вот, первые года так вообще там что-то прикупил, допустим, и оно лежало, как бы, ну, интересно было. А потом уже, когда более плотно начал этим интересоваться, уже как бы начал и плотнее это все коллекционировать. Ясно. Хорошо. Следующий вопрос. Не можем не затронуть финансовый, так сказать, аспект коллекционирования. Какая самая дорогая покупка?
Ну так, на скидку хотя бы. Никто... На скидку. Ну или это, если это такая коммерческая тайна, то можно не говорить. Да я не знаю, вон, допустим, кителя висят, они каждый, я, наверное, прикупил. Наверное, не прикупил, давай говорить о том, сколько они сейчас стоят. Здесь на нашем рынке где-то, ну, порядка 600-700 евро. Ну, так вот. Это вот если про кителя, про форму. Если... Нет, а вообще, в общем и в целом, какая-то была одна находка, которая... Ой, не говорю находка. Это, в принципе, на Была у меня и есть награда, это называется «За освобождение крестьян». Она по каталогам на данный момент стоит порядка 2,5-3 тысяч долларов. За освобождение крестьян 1861 года. Это на восстание Костюшка, я так полагаю? Нет, это когда не освобождение крестьян, медаль называется «За освобождение крестьян», а было отменено крепостное право в 1961 году. Все, я понял. И она вручалась именно дворянам, причем их выпущено было, по-моему, чтобы не соврать, 1600 штук или 1800 штук, а награждений, по-моему, было всего 600 или 800. Ну, Почему? Потому что многим вручалось по 2, по 3 награды, чтобы они просто не снимали с кителей, они просто висели на кителях, на разные одежды и как бы вручались по 2, по 3 штуки. Ну, то бишь, понятно. Что-то такое дорогое по каталогу и в реальности тоже, в принципе, редко, и тиражом мало. Да. Ясно. Ну и заключительный вопрос. Ну, смотри, есть же такое вот понятие, как вот какая-то вот мечта, либо цель. У тебя есть какая-нибудь вещь, которую ты бы хотел положить себе на полочку или в коллекцию? Ну, вот такая вот, она такой, знаешь, где-то вот так вот. Вот там где-то она. Ну, на данный момент, наверное, нету. Ну, как, ну... У меня нету, допустим, цели купить что-то определенное. Ну не цель, а такое сидишь и думаешь, вот, ну, блин, ну вот хочу, вот не знаю, там. Я хочу открыть музей. Вот это моя как бы цель, то, что я хочу. У меня нету цели, допустим, что-то определенное купить и положить в коллекцию. Я хочу, чтобы это приносило людям радость, и люди могли это увидеть, люди могли это почувствовать. Ну, руками, может быть, и не трогали бы, но тем не менее. Но тем не менее увидели. Да, увидели и соприкоснулись с этим довольно-таки близко, потому что та тема, которая, скажем так, которую я коллекционирую, там общая обширная тема, там и посуда, и форма, и документы, награды, там фотографии. То есть для музея это как раз будет такой материал, который, ну, человеку будет интересно не только смотреть, допустим, на те же самые награды или там на ту же самую посуду. А человек придет и увидит все. Конечно, в будущем бы хотелось развернуться и уже какое-то оружие, допустим, там, ну, макеты, понятно, что не огнестрельное, а именно макеты оружия, там, допустим, винтовки, пистолеты, там, еще что-то, чтобы было представлено как бы в экспозиции. Ну да, на данный период он, кстати, более-менее разнообразнее. Да. Будет именно на первую, потому что там еще и с более старых войн конечно. использовалось. Там и франко-прусская война как бы цепляет, и Первая мировая, и в принципе как бы много всего. Ну да, там же был полет инженерной мысли, когда это развивалось. Да, только. Да. Там и авиация начинала, так да. и все остальное. Ясно. Ну, в общем, понятненько. Ладно, теперь давай, после, так сказать, блиц-опроса легкого, мы поговорим, собственно говоря, про общие планы твоей коллекции. Наверное, так сегодня. Ну да, да. В принципе, можно. Давайте сейчас вот мы попробуем посмотреть. Пока что с маленькими остановочками, но вкратце, что мы имеем в этом частном собрании. И экскурсию нам проведет, собственно говоря, и владелец Дмитрий. Итак. Ну, вот это вот, скажем так, моя часть коллекции, которая именно оформлена. Тут как бы и фотографии, и знаки, документы, медалюхи, скажем так. То есть то, что в однокомнатной квартире уместилось на стенку, то я, грубо говоря, и повесил. Потому что остальное все лежит в шкафах. В шкафах, в тумбочках, на полочках лежит. Потому что в однокомнатной квартире не развернуться. Почему есть идея и открыть именно музей. Вот сейчас вот показывают документ на награждение Баварским крестом военных заслуг, который вот внизу по центру.
было, вот именно третьего класса, было 3 разновидности. Без мечей, с мечами и с мечами и короной. Ну, так как-то это ветеранский знак. Это вот документы на медаль Фридриха Августа и на медаль Красного Креста. Фотография, кстати, тоже ниже будет. Она именно французский военнопленный в госпитале немецком. Причем, как видите, он черного цвета военнопленный. Афроамериканец. Да, афроамериканец, как сейчас интересно говорить. Ну, правильно говорить. Вот, кстати, тоже медали Красного Креста, разные разновидности, то есть 2 класс и внизу 3 класс только в цинке и в бронзе. Это тоже, это 3 класс, вот это реверс, а слева аверс. То есть я именно расположил так, чтобы было видно, где аверс, где реверс. Вот это ленты и награды общества Кирхузербунд с планками, где проходили военные действия, где принимали участие ветераны. Это ветеранская организация, которая, кстати, существует до сих пор. Образовалась, не помню, там, по-моему, после франко-прусской войны 1870 года. И вот они до сих пор как бы поддерживают своих ветеранов войн. Были у них также и униформа своя, но не то что общего вида, то есть она была черного цвета, с лентами нарукавными, вот как в рамке, и, опять же были фуражки свои с кокардами. То есть в Германии доходило до того, что даже кондуктора имели свою форму. То есть это было так строго поставлено, что ну, диву даешься просто-напросто. Это ветеранские знаки с лентами. На лентах, как правило, написано полки, в которых служили ветераны. Чуть ниже, я думаю, что многие, кто сталкивался с Первой мировой, знают, что это крест Гинденбурга. Вот в частности, вот это вдовий крест, который вручался вдовам и матерям. Документ на крест Гинденбурга с мечами. Опять же, Гинденбург, сам крест с мечами и крест без мечей, который вручался гражданским лицам. Не комбатантам, по-другому говоря. В этой рамке представлен практически весь генералитет кайзеровской Германии. Мёльтке, Линдендорф, ну и остальные, как бы уже перечислять не буду. Маккензин тот же самый. Открытки тех времен. То есть, в принципе, как бы выпускались комплектом. Все не влезло, еще есть пару открыток, которые, опять же, лежат в запасниках. Но эта рамка больше, конечно, на франко-прусскую войну, хотя тут есть и выслуга, и прусская выслуга, и ветеранская медаль, вот в частности, за Первую мировую. То есть колодки такие сборные, то есть участники боевых действий, которые участвовали на 870 год, они многие участвовали и в Первой мировой войне. Вот на этой рамочке у нас представлены полковые медали и знаки именно немецких полков. Такие, ну, аналогичные были у русских полков, русской императорской армии. Но именно это немецкие полки. В частности, в центре знак первого прусского гренадерского полка Александра I, русского царя. Это шеф полка был, по-моему, с 1814 года, после войны с Наполеоном. Ну и в качестве братаний
с тех времен немцы и русские стали полки свои, то есть назначать шефов полкам. То есть Вильгельм, допустим, был, тот же самый Вильгельм II, он был шефом 39-го, по-моему, Нарвского полка. Могу, конечно, ошибаться. Но, по-моему, это так. 39-й Нарвский драгунский полк. Тот же самый Николай II был шефом шевальерского первого баварского полка, который, кстати, участвовал в Сетянском проливе здесь во время Первой мировой войны. Так, поехали дальше. Ну, это железные кресты. Именно на Первую мировую войну. С аббревиатурой Вильгельма, как вы видите. Потому что во Вторую мировую, как все знают, была уже свастика вместо аббревиатуры Вильгельма. Это первый, второй класс. Это у нас сборище наград, скажем так, земельных. Пруссия, Мекленбург, там Бавария, ну, в общем, все, что было красивенькое, так скажем, сунул в рамку. Конечно, со временем надо будет это все скомпоновать по землям и уже как бы земельные награды именно со своими наградами выставить. А это вот, скажем так, немецкие герои, которые практически каждый награжден железным крестом. Ну, это, скажем так, аналог нашего Георгиевского, только у Георгиевских были там 4 класса солдатских, а у немцев был железный крест 1 и 2 класса. Вот это оригинальные фотографии с немецкими командующими. В качестве, по-моему, здесь вот Маккензен, Линдендорф и Мёльтке. Интересные фотографии, потому что в таком качестве, в таком формате вообще очень редко встречаются. Это уже пошли австрийские квалификационные знаки. Ну, по-другому их называли еще отличники. В центре у нас кавалерийский знак. Ну, остальные там радисты, кавалеристы, пехота. Там их достаточно много, поэтому я уже не буду отдельно про них рассказывать. Но ниже находится рамка с австрийскими наградами. Ну, все, в принципе, общим планом. Тут есть и боевые как бы награды, и гражданские. Франц Иосиф, Карл. За отвагу. Есть за ранение, вон, за окончание Первой мировой войны. Это два моих кителька. 32-й Турингинский, 32-й пехотный полк, 2-й Турингинский по земельной классификации. И 1-й пионерный батальон князя Радзивилла. Опять же, князь Радзивилл был шефом этого батальона. И батальон этот квартировался, по-моему, если не ошибаюсь, в Кёнигсберге. Даже в Кёнигсберге пионерам этим, ну или по-другому саперам, стоит памятник. До сих пор памятник стоит, и его как бы после Второй мировой не снесли. Ну, цвет немножко, как бы телефон нехорошо отображает, на самом деле. Кителя немножко синее, чем в реале. Угу. Не, но тем не менее, давайте так посмотрим на это дело. Цветопередача-то ладно, но вопрос в том, что это оригинал. Конечно, больше 100 лет. Да, надо упомянуть, что этим вещам более 100 лет, и они сохранились. Сейчас мы в деталях еще посмотрим. Я могу вот снять отдельно. Вот 9-я рота 32-го полка. Пуговичка роту именно обозначала. Угу. Шнур за отличную стрельбу. Угу.
комплектик. Ну и обратку сейчас покажу. Мгм. Вот такой вот он сзади был. Ну, в принципе, как бы сзади до Первой мировой были все такие, по-моему, кителя с 3 пуговицами. С 6 точнее, ну, с 3 с каждого края. 3 на сторону, да? Угу. Вот это у нас пионеры или саперы по-другому. Тоже 5-я рота. Сейчас, секундочку. 5-ка. Пуговки все блестят, красота. И опять же таки акцентируем внимание на том, что это 100 лет. Выдержка. Ни одной пуговицы нету, и вместо нее, видите, какую белую пришпиндолили. Ну, я думаю, что со временем все-таки обновимся. Ну и вид сзади, да. Тоже, ну да, она, видите, как немножко все-таки полежавшая была. То есть детамоль поела. То есть небольшие были дырочки. Ну, все-таки. Ну, за 100 лет, я думаю, Да, что для такого сохрана. Да, это... делаем поправку на возраст. Делаем поправку на возраст. Так. Друзья, сейчас мы покажем, короче... Юрин фетиш. Да, не будем мы стесняться в выражениях, но да. Да, я думаю, в принципе, любому, кто собирает, либо работает по Первой мировой, это будет приятно увидеть. Но в том числе и мне, да. Поехали. Смотрите, что у нас тут есть. Всевозможные тарелочки, фруктовницы, салатницы, пивные бокальчики. И опять же таки, друзья, все оригинал. Ни новодел, ни Китай, ничего. Именно. А это я смотрю еще даже... Что? Это полковые, это Ну, так я... кружки резервистов. Ну, то бишь тут указано это самое. Конечно. Какой Вот я и смотрю, что... Тут можно повернуть, конечно. Да не надо. Вот, и год службы 1900 и 1902. 0,5 литра. Да, вот инфантерия, батальон. Да, пехотный полк Вильгельма I. По-другому называется. Пехотный полк короля Вильгельма I. Слушай, а я смотрю... Это 6-й Вюртембергский полк. 6-й Вюртембергский, вот. Угу. То есть 124-й по классификации Германской империи, это 6-й Вюртембергский. Я и смотрю, что что-то такое вот написано. В общем, да, друзья, это, конечно, да. Вещи просто шикарнейшие. Есть у нас еще вот такие вот вещи. Это курительные трубочки, которые мы редко находим. Кстати, ну потом как-нибудь отдельно сделаем крупным планом. Вот такие вот вещи мы периодически находим, да, но они ломаные, как правило. Битые. Да, битые. И, ну, такие тоже бывают. Вот. Тут же еще и 2-й этаж у нас красоты. Но это не все, что есть из посуды. Ну, опять же таки, да. Это не все. Далеко лезть и далеко долго распечатывать. Посмотрите, какая красота. Ну, тут и фарфор, и керамика, потому что как бы фарфор реже встречался, но керамики хватает. Ну что ж, друзья, вот такой вот краткий, беглый пока что обзорчик у нас получился на коллекцию с маленькими, так как я и говорил, остановочками, акцентируя, заостряя внимание на каких-то отдельных моментах. Вот, в частности, про кителя немножко рассказали, про награды рассказали, но это чуть-чуть, это действительно очень малая часть коллекции, которая имеет Дима у нас. Вот. Если он зашел такой формат видео, то ставим палец вверх, соответственно, и мы будем понимать, что нужно будет продолжать, потому что показать нам еще, ну, реально есть что показать. Это только вот это сколько? 1/3? Да какое, наверное, меньше. Даже и меньше.
Где-то что-то мы можем более подробнее рассказать про какие-то Пишите, вещи. что вам интересно, о каких наградах будем подробно рассказывать по возможности. Да, по возможности. Потому что не во всем есть информация, как бы, ну, ищется все это в интернете, но тем не менее, как бы, будет возможность, будем рассказывать, будем показывать. Да, маленький еще такой момент. Что-то, в принципе, есть еще даже на продажу. Есть же ведь у нас на продажу что-нибудь? Ну, если что, если кому-то надо что-то, Да. пишите, можем найти в Германии, прислать, пишите в комментариях, пишите в личку, я думаю, что... Да, да, что-нибудь да. То есть придумаем. возможность хорошего материала, дабы положить или поставить на полочку, есть. Притом хорошего коллекционного материала, притом в оригинале. Вот. Ну, вот как-то так вот. Ну что ж, друзья, спасибо всем, кто досмотрел это видео, так сказать, пробное видео до конца. Да. Кто поставит лайк, кто поставит дизлайк, кто Оставайтесь с нами, у нас будет еще много передач, мы так надеемся, но уже не про мою коллекцию, а про коллекции других людей. Да, и другим. самое важное, что в следующий раз вы уже увидите вот его в экране. Не меня, а его. Ну, нас. Ну, нас. Скажем так. Нас. Но большей части вот его. Все тогда, Дима, спасибо тебе за повествование, за коллекцию. Всем пока. Удачи. Все отснимали. Говорит, мотор, камера, ура. Все таки пошли бухать. Все, пошли.